Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья. Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А я желаю вам, конечно же, всех земных благ. Сегодня мы с вами поработаем с пятым арканом Иерофант. Давно хотела снять это видео. Мы долго к этому шли. Жреческие практики мы проводим регулярно. И сегодня мы узнаем получше, что представляет из себя жрец, пятый аркан Иерофант, пятерочка. Помогите мне в эфире, поддержите меня, друзья. Если вы смотрите в записи, то же самое. Мы работаем вне времени и вне пространства. Сегодня считываем базовую энергию пятого аркана, что он из себя в целом представляет, карму пятого аркана, ресурс пятого аркана Иерофант и миссию по пятому аркану. Так что, дорогие мои друзья, давайте заземлимся, поднимем точку сборки сознания повыше на 7-й энергоцентр, настраиваемся на поток учителей. Так, и мы полетели. Базовая энергия пятого аркана Иерофант. Заякоритесь в эфире лайками. Когда вы заякориваетесь лайками, то энергия течет прямо через вас. Исцеляющие потоки наших учителей. Базовая энергия. Да, но это вот представители, видите, высших сил. То есть базовая энергия – это проводники, естественно, это жреческая вообще каста, это, я бы их назвала промежуточная, это полулюди, полубоги. То есть это очень раскрытое сознание, вот они знают волю высших сил, они помнят, кто они, у них не перекрыта память, вот это очень важно. И по Ингус видите, как они мощно проводят трансформационные потоки на Землю. Здесь полностью раскрытое сознание, чистый канал, чистый поток. Ну вот, настраивайтесь. Здесь даже, знаете, когда вот выходят такие энергии, их трактовать нет необходимости. Ну, потому что это представитель Творца. И, конечно же, в период перехода, трансформации нашей планеты Земля и в коды пятой мерности, и людей, то есть жрецы очень нужны, я все время говорю, жрецов не хватает. Профессионалов здесь в этой области очень мало, пока. Но жрецы просыпаются. У меня даже есть видео, которое так и называется «Жрецы просыпаются». И есть видео «Кто такие жрецы?». Вот сегодня мы уже лучше почувствуем, возможно, вы прочувствуете архетип жреца в себе, возможно, вы его активируете сегодня, возможно, вы осознаете, что вы уже давно работаете в качестве жреца. А вот, собственно, Альгиз, который чаще всего я и трактую как жреческую энергию, и Эйвас, древо миров. Вот такие у нас с вами энергии. То есть это человек, чистый канал, чистый поток. Но самое важное,
Это действительно ченнелер, который знает пути Господни, да, которые неисповедимы, да, говорят люди. Но вот для него они исповедимы, они известны. Он видит многовариантность, конечно, событий, и в том числе он видит наиболее эффективный вариант развития событий, наиболее реальный вариант развития событий. Ну и, конечно же, самое главное, что он способен, передавая информацию, не только просто передавать, транслировать ее, да, но и трансформировать сознание при помощи этой информации на новый уровень. Вообще, если вы попадете в поле такого человека, вы никогда не будете прежним. Случалось ли вам когда-нибудь встречать таких людей? Им ничего не нужно делать для того, чтобы оставить след в вашей душе. Им не нужно как-то доказывать, что они чего-то стоят. Не потому, что они как бы презирают это, а потому что слишком хорошо знают, зачем они здесь. Самое ценное в жреце то, что он знает, кто он и зачем он здесь. И тогда он способен работать. Но сказать, что это избранные, вот так вот пафосно, высокопарно, ну, потому что, посмотрите, Вирт, Ингус, Альгиз и Эйвас, древо миров. Во-первых, они работают на всех уровнях, во всех мирах, во всем древе, да, миров. Проводники, они общаются и с любыми царствами, с сознаниями любого уровня. Способны переводить из одного мира в мир души, допустим, способны контактировать, сами переходить свободно границы миров, путешествовать при помощи мысли. Но что ценно, еще хочу сказать, что они все делают с согласия высших сил, осознавая себя ступенью иерархии света. Очень хорошо они заякорены, кстати, на планете Земля. Для них очень важно иметь классную опору. И в то же время я чувствую очень много огненных потоков. Им нужно обладать хорошим здоровьем, вы знаете, потому что, как я понимаю, на них ложится большая задача, большая ответственность. И если здоровье такого человека шалит, то под угрозу порой могут попасть большие регионы даже. Такое вот ощущение, что здесь вот, видите, он как стоит, как на молитве за людей, то есть от него очень многое зависит. Я хочу сказать, что наверняка вы чувствуете очень мощный поток. Напишите, что вы чувствуете, мои дорогие родственные души. Людмила, Юлия, Ирина, Татьяна, Екатерина. Здравствуйте, мои дорогие. Да, вот здесь вот интересно то, что они, их задача, самая главная задача, не привносить ничего своего в тот поток, который вот по ним идет. Знаете, они отрекаются от собственной воли. Вот в своей жизни они полностью уходят в служение. Вот. И им доставляет просто огромное удовольствие быть в потоке, в общении. Вот они насыщаются, им это доставляет счастье, радость.
Работают они без устали, они очень наполненные радостью, очень позитивный на самом деле здесь поток. Радость, счастье, гармония, любовь, полное отречение. Знаете, это бессеребреничество. У них уходит необходимость заботиться просто о энергообмене. Но я хочу вам сказать, что до этого надо дорасти, потому что нарушение в балансе, да, энергетическом обмене, допустим, с социумом, для многих людей очень опасно, но не для жреца. Здесь вот такие правила уже не действуют. Ну и, конечно же, вы видите по смерти, насколько это трансформационная энергия. Особенно они востребованы вот в таких ситуациях, когда что-то старое уходит, новое приходит. То есть, ну вот проводники. Проводники переводят через миры. Вот сейчас квантовый скачок, и это самое время жрецам просыпаться. Самое время. Давайте возьму тотем на них. Может, тотем еще даст подсказку какую-то. Образная система включится. В принципе, вы знаете, я настолько хорошо осознаю этот поток. Когда я раскрывала мага, подобная была энергия. Но подобная также еще и в том, что она тормозит как бы речь. То есть вот как будто не хочется говорить. Когда я мага раскрывала, тоже речь не идет, как будто бы поток настолько вибрационно чистый, четкий, что его достаточно просто транслировать, такое некое поле создается, некий фон. Присутствие Творца прямо здесь, и это не требует доказательств. Вот жрецы, проводники воли высших сил, не привнося ничего своего, они передают коды очень высокой мерности. Даже не, знаете, вот я просто знала, что должен быть дракон воды. Вот я чувствовала, думаю, ну интересно, какой тотем пойдет. Я знала, что должен быть дракон воды. Именно работа с подсознанием, вот этот 13-й аркан, вот этот туз чаш. Тайная, сакральная, скрытая работа. Знаете, еще какая идет информация? Но это неправильно, это не маска, но внешне они выглядят достаточно социально, ну, то есть они харизматичны и умеют вести диалог с людьми разных профессий, вот вне авторитетов, знаете, такое вот у них есть качество. Без конфликтов и напора они достигают своего, я бы так сказала. Без конфликтов и напора могут общаться с людьми порой очень высокой социального высокого уровня. При этом, ну, как-то вот здесь есть ощущение свободы. Так, возьмем мудрость Земли. Исцеление скорби. Вот трудная у них судьба, у жрецов. Вот. И поэтому они очень хорошо понимают людей, все их страдания, все их переживания, чувствуют. Целительство у них очень развито, парапсихология, целительство. Угу. Медиумизм.
это понятно. Но как будто бы что-то еще и упускаю я. Вот у меня ощущение. А, Трансформировать умеют, видите? Они умеют трансформировать именно эмоциональную, астральную составляющую человеческой натуры. Возрождают еще, вот такое я бы сказала. Возрождают людей, поднимают их вибрационно, трансформируют эмоции. Прекрасные они в регрессии, регрессологи, гипнологи. Тройка пентаклей. Традиции и обязательства сохраняют то, что важно. Ну вот, в принципе, да, они хранят, видите, они хранят верность планете, хранят информацию. Они одновременно здесь и хранители, да, действительно, в каком-то смысле, и одновременно трансформаторы. Вот это вот в них очень интересное качество. Как будто бы, знаете, у них есть такой закон не разглашать какие-то, не разглашать какую-то информацию. Есть много сакральности в этом. То есть они не все разглашают, что они принимают, да, вот какую информацию они принимают, они не тут же ее выдают. Пятерка воздуха. Да, позволяют людям прорваться сквозь их барьеры ментальные. Ну вот, в принципе, то, что делают каждый путник в какой-то момент так или иначе ищет кого-то, да, вот такого учителя. Мы называем найти, да, учителя. А, Паж Пентаклей. Ну да. И, кстати, вот у них много учеников. Но я вам хочу сказать, что интересно, жрецы себя учителями не мнят. У них вот даже маг перевернутый. Их задача на самом деле больше вот энергетическая. И то, что они говорят, там вещают, это не главное, что они делают. Очень много идет вот такой работы внутренней у них. Именно их сакральной. Даже вот паж воздуха, недоступность, закрытость, тайна. Храните свои мысли при себе, чтобы они не обернулись против вас. Да, я не думаю, что настоящий истинный жрец будет кричать на всех углах, что он жрец. Да. Есть сакральность в этом, то есть это и хранители знаний, это и проводники. Здесь есть энергетика скромности, еще я так могу сказать. И, ну, такого человека не сразу разгадаешь. Вот, скажем так, он не будет вам об этом как-то особо говорить, рекламировать то, что он может на самом деле. Но учатся они всю жизнь. Они вот, кстати, себя больше считают учениками высших сил, никогда не мнят себя магами. Учатся, как говорится. Я не волшебник, я только учусь, да? Королева мечей. Интеллект – это их сильная сторона. Очень четко умеют мыслить,
структурированно излагать свои мысли, но при этом, ну вот и король жезлов, ну харизма здесь очень большая, но при этом находят подход каждому человеку. Какая красота! И королева монет. Очень талантливые люди. Как вот если брать как люди, очень талантливые, причем вот они разносторонние. Тут посмотрите, тут все вот вышли фигурные карты, и при этом как-то они легкие, не замороченные, вот при этом по пажу чаш. То есть вот обратите внимание, в них есть какой-то интересный скрытый потенциал, на который они не делают акцент. Они его, может быть, за собой знают. И бывает, знаете, такое, когда вот человек глыба, да, такая, ему наоборот хочется, чтобы меньше, да, обращали на это внимание. Так что обращайте внимание, вот кто рядом с вами, прочувствуйте вот такой вот портрет у нас, да, получился интересный, прочувствуйте, может быть, вы и есть такой человек, это ваши коды. И мы идем с вами дальше. Давайте посмотрим карму. Если вы составляете матрицу судьбы, то у некоторых из вас 5-й аркан Иерофант есть в карме. Можете обратиться ко мне, чтобы составить матрицу и узнать ваши задачи на это воплощение, кармические задачи, миссию на Земле и так далее. Очень много информации я даю через матрицу. Кому нужно, обращайтесь. Мы сейчас посмотрим карму. Карма 5-го аркана. За что он идет в минусе? Ну вот они, возможно, сейчас я еще проверю, здесь есть такой момент, когда приходит какой-то краеугольный момент в жизни жреца, когда ему нужно принимать решение очень ответственное и серьезное. Возможно, это решение как-то затрагивает тех, кого он любит. И вот он выбирает не то, что-то не то. То есть он как будто не идет по своему пути. Сейчас посмотрим. Ну вот завязывает карму. Вы понимаете, эти души, они должны быть очень чистые. Как вы уже поняли, чистый поток, чистый канал. Он не должен привносить туда своей информации, особенно своих эмоций каких-то, да, и так далее, себя, скажем так. А здесь вот какая-то карма партнерских взаимоотношений, где это не позволяет ему быть чистым каналом, чистым проводником. То есть ему очень важно следить за своим окружением, общаться с теми людьми, которые не понижают вибрации жреца. То есть где-то он поддается на эмоции и завязывает кармический узел с ближайшим окружением. Любая карма, потому что они служат людям, но они не должны уподобляться людям. То есть им это нельзя. Еще вначале шла информация, что они между людьми и богами некая прослойка, некая ступень. Здесь нужно равное партнерство. Ну вот именно здесь ближайшее окружение заключается
Конфликты, видите, конфликты. Человек не может осуществлять свою миссию, потому что у него слишком много эмоциональных завязок с людьми. Вот, здесь даже не про, ну, здесь где-то могут быть и любовные взаимоотношения, романтические, но не обязательно. В любые взаимоотношения, которые каким-то образом эмоции заставляют кипеть, я бы так сказала. Дело в том, что они идут, как видите, работа с подсознанием, с эмоциями, как дракон воды. То есть им нельзя раздражаться, им нельзя кипеть. Если они кипят, если они раздражаются, если их что-то цепляет, здесь не хочу даже вот говорить, что. Это бытовуха, любая бытовуха. Все, они резко понижаются в вибрациях, они утрачивают свои способности, они начинают вращаться вот в этой карме. Ну, они могут опуститься до манипуляции. У них харизма очень большая. Они могут перетягивать одеяло на себя, и там, ну, там можно дойти уже до любых каких-то духовных падений. Паш огня. Ну вот они просто слишком, ну я говорю обычно так, заигрываются. Они заигрываются, им кажется, что это реальность. Вот даже я бы так сказала, они начинают пытаться быть успешными, как сказать, в человеческом, в людском смысле этого слова. Понимаете? А у них совершенно другая миссия на Земле. И вот они тратят свою энергию, свои силы на то, чтобы быть, ну, казаться, скажем, а не быть. Заигрываются, они не забывают, скажем, постепенно они забывают себя. Возможно, это не за одну жизнь, возможно, это процесс. Верховная жрица. Забывают они себя и свою миссию. У них по-разному это забывают, они по-разному. То есть иногда они уходят слишком, ну, тут в какие-то депрессивные состояния, как вам сказать, то есть у человека может быть просто настолько ранимая нервная система, она разбалансирована, ранима, и даже физика будет не выдерживать, пропускать высокочастотные потоки. То есть таким людям нужно быть абсолютно сбалансированными энергетически, очень крепкими физическими, спокойными, уравновешенными. Естественно, понимать все про карму, про законы мироздания. А тут вот они как бы опускаются, у них вот туз пентаклей, начинают воевать за свое, биться за жизнь, так сказать. И они не оставляют вот тот след. Туз пентаклей, туз воздуха идет. Здесь идет какое-то ощущение, вот смотрите, что они скатываются очень быстро, во-первых. Может быть, даже не за одну жизнь человек может резко потерять свой статус жреца. Вот. И им приходится все начинать сначала. Но вообще, я хочу вам сказать, у них сознание прям сужается, до вот представить себе, каким оно должно быть, и что происходит со жрецом, если он, фокус внимания свой
сводит до обыкновенных бытовых каких-то дрязг. Это просто, ну, это вообще не для него, это нельзя. Ну-ка я сценарий попробую на психологической колоде. Самый частый сценарий попробуем посмотреть, что больше цепляет всего. Ну вот видите, здесь идет все-таки вот близкие люди, вот это вот проходят они обязательно, смотрите, жрецы проходят испытания отношениями с ближайшим окружением. У них такой момент, что вот идеальный жрец — это тот, который знает, кто он, и не слишком не кричит об этом на всех углах, да. Но они проходят все стадии постепенно. Жрецы должны как бы... Сейчас ведь речь идет о том, что память перекрывается при рождении у всех. Это практически у всех. Я не знаю людей, которые с рождения знают практически, кто они и зачем они здесь. В основном нужно восстанавливать. Да? Кто-то восстанавливает быстрее, кто-то медленнее память о самом себе. Но вот в основном они проходят сначала через очень тяжелые испытания, связанные с ближайшим окружением. И вот это вот их умение возрождаться изнутри себя — это очень важное качество. Они всегда тянутся к свету. Вот жрецы, они как-то умеют даже в самом печальном, да, вот развитии событий все-таки найти для себя ресурс. У них есть, видите, поразительный дар личной ответственности. То есть зрелая душа, что бы ни происходило в жизни этого человека, он никогда не обвиняет в этом других. И вот для него это очень важно, что как только он вспоминает себя самого, он понимает, что все, что здесь происходит, это сценарий, который создан для того, чтобы он вспомнил себя. И вот тогда они находят, смотрите, находят они себе пару, с трудом строят взаимоотношения, но все-таки у них есть задача по построению, ну, вот этой вот самой такой вот духовной близкой пары. Давайте я возьму подтверждение, что у них есть задача, что жрецы — это не одиночки, да, что у них есть задача выстроить семью, родить детей. Возьмем, посмотрим. Просто им сложно сочетать эти две задачи, да, и вот такая глобальная духовная цель и построение семьи. Но явно они не должны быть чужды радостей, скажем так, человеческих, да. Ох уж этот 13-й аркан — смерть у жрецов. Да, вот смотрите, их задача, конечно же, каким-то образом сочетать духовное и физическое. Вот поиск компромисса и баланса в бесконечных трансформациях духа, в которых они пребывают, да, вот это вот, собственно, и путь жреца. Путь жреца, видите, по 13-му аркану
Не терять присутствие духа, радости, счастья, гармонии, контакта со своим окружением, и при этом постоянно находиться в трансформации. Пересмотрите 13-й аркан. Он у меня прекрасно раскрыт. Да, вот видите, у него идет несопротивление. Несопротивление трансформации. Вообще, посмотрите, он когда пробуждается уже жрец, да, уже все понял про себя, у него включается вот эта такая женская природа, то есть он в полном доверии, в принятии, и жизнь его сразу выстраивается. У него выстраивается путь, понимаете? А когда он пытается что-то из себя выдавить, особенно вот быть как все, или вот идет в отношения, потому что уже пора под давлением. В общем, он так или иначе завязывает кармические узлы, когда он, получается, не осознает, что его миссия совершенно в другом. Он должен как бы изнутри себя простраивать пространство и на первое место ставить все-таки свою миссию. Ну, так как он ее не знает, банки памяти перекрыты, то можно завязать много кармических узлов. В любом случае это отступление от своей миссии. Он не выполняет свою роль, он залипает в каких-то сценариях там любовных, тратит свою жизнь совершенно не на те сценарии. Давайте посмотрим ресурс. Какой ресурс мы можем взять из 5-го аркана Иерофант? Какие он дает нам, ну, такие вот знания, может быть, да, поддержку. То есть если у вас 5-й аркан в плюсе, хорошо проработан, давайте посмотрим, что это. Ну, вот выходит Манас и Солнце. Ну, тут о чем тут говорить, да? Это очень мощно, это очень сильно. Да, вижу то, что вы пишете, мои дорогие, пишите обязательно. Чат сохранится, поэтому люди смогут прочесть чат. Смотрите, нам показывают здесь картину, когда действительно сочетание идет духовного и физического, абсолютно идеальное, пропорция какая-то, я бы сказала. Настолько человек, вот он идет своим путем, у него полностью закрыт, он как бы источником является изобилие. И вы знаете, вот этим людям дорогу простраивают высшие силы, их ведут. То есть его задача жреца перестать заботиться фактически, видите, о построении своего изобилия. Вот, наверное, вот в этом трудность. Представляете, с рождения твердят нам, что надо работать, надо учиться, да, надо добиваться, ничего так просто не бывает. Вот у жрецов это очень их блокирует. Вот как только они на это поддаются, все накрывается медным тазом. И прежде всего накрывается источник изобилия. То есть, собственно говоря, поймите правильно, источник изобилия – это и есть жрец. Поэтому перекрывается, короче говоря, банки памяти, и жрец забывает, как это делать. Вот как это делать? Как это происходит вообще? Напишите, у кого уже работает все как надо. Кто справился уже с вот этими ловушками?
Я буду так рада за вас. Напишите обязательно. Напишите вот и передайте эту волну тем, кто еще пока в пути. Да? Пусть люди видят, что есть те, у которых это все уже работает, и человек вспомнил себя, и у него с изобилием все в порядке, он материализует все, что ему нужно, его ведут, и ему не нужно заботиться, в принципе, ни о чем. Ну, смотрите, императрица. Я дальше больше не буду доставать. То есть, что вам сказать? Вот жрец – это вот человек, вокруг которого вот просто он классно обеспечивает и себя, и вокруг него все благоухает, процветает. Вот, поэтому наша жреческая группа Беркана, она же императрица, да, то есть вот наши жреческие практики, вот это умение материализовывать из состояния радости, счастья, баланса, покоя. Ну, вот так, дорогие мои, вот так. Я сейчас спрошу высших сил, пусть покажут в кодах пятой мерности, здесь что-то меняется или как бы может быть, дополнительная какая-то функция появляется. Дело в том, что как и маги, так и жрецы – это каналы, они текут через все миры. Когда я сканировала мага, в пятой мерности там не было разницы, что в пятой мерности, что в третьей мерности. Во всех мерностях маг – это маг. Давайте посмотрим, что такое жрец. Так. В кодах пятой мерности есть ли какие-то дополнительные, да, у жреца характеристики. Вообще в этом видео, наверное, самое важное в том, что сейчас происходит, я хочу вам сказать, друзья, это не то, что вы сейчас слышите от меня. Вы это и так знаете. Вы вот пишете резонирует, резонирует, да, да, да. Вы это и так все знаете, вы чувствуете. А важно это как раз то, что я передаю коды, энергетические коды, которые пробуждают жречество сейчас. И если кто-то еще не пробужден, он пробуждается. Если кто-то сомневается, он утверждается. Если кто-то еще не исцелен, он исцеляется. Вот, в принципе, суть этого эфира в том, чтобы жрецы проснулись, пробудились, утвердились и исцелились, и встали на свой путь, и выполняли свою работу. Поэтому поддержите меня, пожалуйста, лайками, комментариями, подписками, потому что эта работа очень важна сейчас. Так, ну что ж, идем дальше. Пятая мерность, высокие вибрации. Но те же вибрации, Ансус и Беркана. Создание изобилия, процветания. У них, смотрите, еще интересно, они как учителя, воспитатели, да. Еще они преобразовывают материю, вот у них есть вот эта трансформационная энергия по 13-му аркану смерть, который, кстати, очень хорошо резонирует с женской богиней, как один из ликов женского божества, которая вот как императрица родящая, да, божество, и по аркану смерти это умирающая, да. То есть получается, что вот эта вот их многоликость, вот это вот состояние как перемены суть постоянства, постоянство суть перемен, да, вот это вот состояние в них очень улавливается. Ну, пошла жара, пошла жара. Ух, пошла жара. Смотрите, Кана и Солнце. В принципе, смотрите, друзья, это та же энергия, те же функции. Функции, кстати, хочу сказать, у них очень многоплановые. Они такие, знаете, универсалы большие. То есть они и исцеляют, и обучают, и
возрождают и финансово, так сказать, благосостояние, и цветение, и процветание. Тут, то есть тут все есть, и при этом еще и обучение, то есть и с менталом тут все в порядке, понимаете. Их как-то описать в какие-то рамки, да, их вот универсалы такие. И единственное, что вот в пятой мерности, они здесь больше раскрытия этого дара идет, да. Уж тут они распускаются вовсю. Просто, знаете, вот такой цветок распустившийся. Вот здесь они могут себе позволить, знаете, их не сдерживают никакие лимиты, границы. И тут они уже мощь дают мощь свою. Так, их задачи в кодах пятой мерности. Их задачи пятый аркан Иерофант. Ну вот, как я и сказала, в принципе, знаете, но опять-таки, я же говорю, обучать, исцелять, что тут еще? Да много чего вообще на самом деле. И еще и 20-й аркан Суд. Возрождать, поднимать, все то же самое. Все то же самое. Знаете, тут даже еще такая идет больше информация. Они же живут во многих мерностях, то есть и в пятой, и в шестой, и в 27-й там мерности, неважно, сколько их там есть. И вот, понимаете, для них, в принципе, просто это следующий этап, они как будто бы подтягивают за собой, понимаете, они подтягивают за собой тех, кто рядом. Замечательные наставники, целители, понимаете, замечательные учителя, прекрасно работают с людьми. Это просто их дар, их одаренность, универсальность, харизматичность. И они очень мягки, вы знаете, они очень ненавязчивые, но глыба, но глыба. И мощны, очень мощны. Такая тут сила. Пропитывайтесь этими энергиями, напитывайтесь, вбирайте их, вслушивайтесь, вчувствуйтесь в них. Ну вот сила, я сказала сила, и вытащила аркан сила, понимаете? Добавить нечего. Проводники, которые, они не останавливаются, то есть, понимаете, и в пятой мерности они их тянут выше. Здесь они тоже не растеряются. Их границы вообще не останавливают. Давайте совет высших сил для нас, для путников, для тех, кто хочет сейчас получить мудрый совет, как нам на нашем уровне, здесь и сейчас, на что обратить внимание, да, над чем работать, чтобы включиться, да, в жречество, развиться в этом. У каждого из нас есть архетип жреца, но не каждый, конечно, сейчас, здесь и сейчас прямо должен выполнять эту задачу. Просто есть еще система приоритетов. Вот это надо понять. Поэтому при том, что архетип есть у каждого, возможно, приоритет в другом данный момент, в данном конкретном воплощении. Ну, а мы берем все равно подсказку высших сил, потому что архетипически в каждом есть жречество. Каждый из нас, естественно, должен вспомнить себя, вспомнить Творца в себе. Совет на все времена. Как нас подбадривают высшие силы, как они это любят. Высшие силы говорят: выше нос,
выгружайте жертву и поймите, что пройти этот путь, путь жреца, дано только тому, кто справляется с эмоциями, кто может сам себя подбадривать, кто сам себе целитель, да, душевных своих ран, потому что жрецы проходят большой, тяжелый, тернистый путь, и, в принципе, нам показывают, что если вам сейчас тяжело, если вы еще пока на пути, да, и вам еще не полегчало, скажем так, и что-то пока еще не очень вам весело на этом пути, то помните, что это первая половина пути, она такая, она должна быть такой, это включающая вас часть. Примите это, вам тогда будет легче. То есть если вы перестанете сомневаться, думать о том, что, может, я не туда иду, может быть, я недостоин, недостойна, заплутал, заблудился, не знаю, там, боюсь раскрываться. Не думайте об этом. Если вам предназначено быть жрецом, вам с этой подводной лодки никуда не уйти. Вы все равно будете жрецом. Поэтому примите эти испытания как данность. Возьмите мудрость, возьмите из этого ресурс и пройдите это испытание достойно. Нет слов. Лунья, радость второй раз. Манас. Что вам сказать, мои дорогие? Это то, что я сказала. Если вам нужно быть жрецом, магом, творцом, то вы им являетесь, вы им и остаетесь, и вам проще всего просто принять это, принять это, причем с радостью. Вот многие, ну, некоторые, не буду говорить, многие, некоторые перекрывают сами себе это страхами, какими-то сомнениями, ну, вы знаете. Напишите, кто уже прошел это, чтобы подбодрить тех, кто еще в пути. У кого уже за спиной страхи, сомнения, кто готов уже быть жрецом, напишите «я готов», «я готова». Скажите высшим силам, что вы стремитесь, вы пытаетесь, вы стараетесь. Это будет очень высоко оценено, поверьте мне. Ваша страсть, ваше стремление, вы такими и должны быть. Неугомонными, смелыми, дерзкими, сильными, мощными, творящими, процветающими. Ну вот, я вижу, что это еще паш чаш перевернутый, да. Какие-то еще не пройдены какие-то уроки, и вам говорят о том, что учиться, да, еще раз учиться. Набирайтесь мудрости. Воспринимайте все как мудрость, то есть не пытайтесь, не торопитесь, кстати, вот что еще очень важно. Не торопитесь. И еще что я вам хочу сказать, здесь очень важно, поработайте с детскими какими-то программами, с внутренними какими-то детскими архетипами. Почему? Потому что вот здесь показывают, что все родом из детства, из прошлых жизней, и вам перекрыли именно в детстве вот это вот состояние Творца, да? Вот эту мудрость вселенскую, да? Вы ее где-то в глубине ощущаете, но вот на сознание даже вот кто-то говорить не может, да, вот выдать информацию, там даже не сказать, просто написать хотя бы несколько слов. Не у всех получается вот эту мудрость из себя выдать, понимаете? Что-то тут еще вам такое важное хочу сказать. Мы, когда шли по 9 вратам, там у нас были врата сепарации с всевозможными программами, да, которые нас вот тормозят тоже на пути, в том числе с людьми, с которыми созависимые отношения, да, были выстроены. Ведь не забудьте, что у жрецов они очень, ну, они любят людей, да, у них душа-то у них какая. Они нежные душой вообще.
И вот они залипают на вот этих отношениях. Вам надо сепарироваться, если вы не сепарировались, с теми людьми, которые в вас не признают эту мудрость вселенскую. Создавайте поддерживающее окружение. Я уже, наверное, вам надоела. Постоянно повторяю, создавайте поддерживающее окружение. Вы его должны создать. Оно не создастся само, понимаете, мои дорогие. Если вокруг вас есть люди, которые вас не понимают, не поддерживают, спорят с вами, спорят с вашей философией, да, называют вас какими-то странными, но это, понимаете, они имеют право. Они имеют право. Возьмите ответственность на себя и сформируйте то окружение, которое будет вас поддерживать. Это только вы сами можете сделать. Потихонечку, один за одним, отщелкиваются просто те люди, которые вас не поддерживают, не видят в вас мудреца. Девятка огня. Смотрите, нам идет совет высших сил. Потенциал, возможности, озарения. Перестаньте сомневаться в собственных силах, раскрывайте свой потенциал, мои дорогие, мои родные. Видимо, здесь много жрецов собралось слушать меня. И, видимо, все они нуждаются сейчас в том, чтобы их поддержали высшие силы. Семерка пентаклей. Ну, она символизирует у нас терпение, да, стоит подождать и посмотреть, что будет, ничего не предпринимайте. Здесь имеется в виду, что не сразу Москва строилась. Вот не надо вам торопиться. Я вам хочу сказать, что это иллюзия, что когда мы торопимся, мы быстрее достигаем цели. Наоборот, оставьте, успокойтесь, не ждите никаких всходов, да. А то, знаете, вот здесь какое-то вот ощущение, что сеем и тут же выкапываем, да, потому что очень кушать хочется. Бросьте в землю, и пусть само прорастет. Отдайте это людям, отдавайте, просто так. Отдавайте, ничего не ждите. Ничего не ждите взамен. Вот тогда ваш потенциал раскроется. Делайте бесплатно что-то. Вот я вам рекомендую, ну, каждый индивидуальный случай надо, конечно, смотреть, особенно смотреть матрицу, какая у вас там карма денег. Но поначалу, в основном, я вижу, что лучше делать все бесплатно. Если вы становитесь, допустим, учителями, потому что тянет жрецов, конечно, обучать, тянет их, конечно, исцелять. Это же естественно. Вот, в парапсихологию их тянет, у них дар большой. Но, э, знаете, поначалу не думайте, что сразу вас осыпят, да, богатством. Хотя постепенно вы к этому придете, вы закроете абсолютно все свои потребности. Это даже не сомневайтесь в этом. И причем тем быстрее это произойдет, чем меньше вы к этому стремитесь. Вот это я пытаюсь до вас сейчас донести. Потому что карма жрецов– это как раз зацикленность на материальном. Ну, у нас же у всех проблемы, и надо то построить, и то починить, и то купить. И вот эта суета вокруг кота, понимаете, она очень выбивает жрецов из колеи, из их вибраций. Просто поймите, что вам нужно быть на очень высоких вибрациях. Больше перенаправляйте другим, делегируйте другим какие-то задачи. В общем, вам для начала выстраивайте поддерживающее окружение, потому что для того, чтобы вам вести ваши семинары, ваши курсы, да, делать, вашу какую-то работу, духовную, творческую работу, вам нужно время, вам нужен ресурс. И вам никак нельзя без поддерживающего окружения. Какое прекрасное послание. Импульс, активность, мастерство, видите, все, вас ждут великие дела. И у вас есть все, чтобы их совершить. Главное верить в себя и действовать. Вы маги, вы творцы. Видите, своей реальности. Абсолютно все зависит от вас. А это очень хорошая новость, правда же? И королева Пентаклей.
сила, уверенность, воля. Вы хозяйка положения и своей жизни. Выстраивайте мир под себя. А я что вам сказала? Дорогие мои родственные души, выстраивайте мир под себя. И напоследок возьму мудрость Земли. Какой хороший благостный расклад. Я в таком хорошем состоянии, благостном сейчас. Вы знаете, такая гармония, такое спокойствие. Прям очень хорошее состояние. Так, мудрость Земли для нас, для путников. А мудрость Земли гласит: самоизлечение, друзья, самоизлечение. Дорогие мои друзья, дорогие мои жрецы, хочется сказать. Вы маги, вы творцы своей реальности. У вас есть потрясающая внутренняя сила возрождаться из пепла. И я вам желаю подняться, встать с колен, расправить не только плечи, но и также крылья за спиной. И я вас прошу, летите, делайте что-то прекрасное, великое, творите, несите этот свет. Если не вы, то кто же? С вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока.